GTA San Andreas, игра, которая вышла в 2004 году от разработчиков Rockstar. Впрочем, об этом знают все. Давайте лучше поговорим о графике этой игры. Я сразу признаюсь, что я графодрочер. И в первую очередь обращаю внимание на графику игры. Как понимаете, GTA San Andreas этим не блещет. Мне бы больше по душе теплая графика Vice City, чем песчаная графика San Andreas. И поверьте, с помощью нескольких модов и дополнений ее графику можно улучшить в разы. Вы спросите: «Эй, Гаффин, сейчас 2017 год. Кто станет играть в такую устарелую игру?» Я скажу: да, станут. Не в синглплеер, конечно, а в мультиплеере играют миллионы, точно. К тому же, к этой игре есть очень много модов, миссии DYOM, множество скинов, замены автомобилей, глобальные моды, как GTA Криминальная Россия, Russia Theft Auto и Busk City Stories, Cascade, Vice City Stories, Liberty City Stories, GTA Visa, Alien City, Львов район психов, Мушрумия. И в свое время я переиграл во все эти модификации. В Grand Theft Auto играл с 8 лет. Впервые это был Vice City, тогда у меня не было компьютера, и все происходило дома у друга на ноутбуке. Когда его брат позвал нас к себе домой, который живет по соседству, он явил нашим глазам GTA San Andreas. Да, мне тогда, как я помню, так и не удалось поиграть. Но я точно помню, что графика для меня тогда была в нем просто божественной. И это стало переломным моментом в моем бытие. Я с тех пор начал задротить в эту серию игр. Я поиграл во все серии GTA, начиная с 3 и заканчивая 5. Что от меня не туда занесло? Все же давайте наконец поговорим о графике этой игры. Многие играют в эту игру в чистом виде, и это плачевно. Посмотрите на все это. Как можно в это играть? Ведь ее визуальную часть можно улучшить с помощью модификаций. Сейчас 2017 год, пора бы не играть в эту игру? Нет, улучшить ее. Коль вы хотите улучшить визуальную часть этого шедевра, и без навороченных извращений, что режут глаза размытием, отражением, яркостью и резкостью изображения, что ваш ПК не поднимает ее и показывает 15 кадров в секунду, в таком случае соберите сборку по-своему. Я поделюсь с вами своим опытом. Окей. Во-первых, нужен чистый GTA, конечно же пиратский. Ладно. Во-вторых, Clio 4.3, без которого невозможно устанавливать модификации. А для того, чтобы увидеть весь сок этих текстур, то вам надо увеличить разрешение экрана до максимума. В моем случае 1600 на 900 пикселей. Дырки от пуль во время выстрела, повышение FPS, блики от солнца, новые эффекты. И, наконец, ENB мод и тайм-цикл. Начнем установку. Для установки Clio 4.3 нам нужно лишь распаковать в корневую папку архив. Далее с помощью Crazy EMG Editor загружаем все текстуры в файл образа диск под названием GTA 3. Прежде распаковав в одну папку 2 архива, в которых текстуры стен, а в другом архиве дороги. Смело заменяем файлы, ведь заменяются только часть из них. И вот вам и четкие текстуры. Теперь устанавливаем мод на увеличение разрешения экрана, добавляем дырки от пуль, копируя файлы в папку с игрой, мод на повышение FPS в папку Clio, блики от солнца копируем также в директорию. Несколько папок из файла с эффектами перемещаем с заменой и, наконец, ENB и тайм-цикл. Как мы видим, появились тени, немного размытые, но все же. Отражений. Интенсивность их может быть слишком сильна, но вы можете самостоятельно ее снизить. Цветокоррекция. Эффекты. Текстуры. Бумажки и букашки. Теперь сравните это и это. Разница очевидна. Вторая часть — это замена моделек. Но прежде чем устанавливать то, что я вам покажу, остановитесь! Добавляйте на свой страх и риск. Я не в ответе за вашу игру. Если вы все же рискнете, то нам понадобится пак стандартных машин в HD разрешении и сглаженными углами.
пак стандартных скинов в HD, пак оружий, пак деревьев, San Andreas Multiplayer 0.3.7 и исправление мелких багов. Для установки всех моделей, как машина, скины, деревья, оружие, потребуется Crazy EMG Editor. Распаковываем все, что есть в этих архивах в одну папку, открываем архив GTA 3 и добавляем с замены все файлы туда же. Ждем. И все готово. Как мы видим, все персонажи поменяли свои обличия, машины. И тут можно заметить, что текстуры не прорисовываются. Для этого в описании есть файлы с исправлением исчезновения текстур и исчезновения воды. Устанавливайте и играйте на здоровье. Приятной игры! И это канал Gaffin Luck. Все ссылки на модификации в описании. До скорой встречи и удачи!